Я всех приветствую на канале. Пора ложиться спать, но я хочу все-таки это рассказать. У меня очередной немножко триумф. Корпорация заговора, там тоже упоминаются две луны. В сюжете фильма происходит, это одна из последних серий, там 2 сезона уже отснято, происходит поломка мира и происходят многие реальности, много миров. Этому противостоят так называемые балахоны. Всего там описывается 6 сил, примерно равнозначных. И над ними, над всеми стоит особо тайное правительство в балахонах. Рейган пытается, в шутку, можно вам под балахон заглянуть, посмотреть, вы люди или нет. Ой, пошутила, пошутила. То есть неизвестно, кто там. 6 правительств, 6 сил, которые влияют, это в том числе иллюминаты и тайное правительство, то есть теневая корпорация заговор. Это разные структуры, и они примерно равнозначные. Это не одна организация. Тайное правительство связано с Северной Америкой. И далее есть атланты, люди с синей кожей и живущие под водой. Допустим, такие подозрения у конспирологов уже были. Еще одна сила, которая удивила, это клоуны. Я на одном канале находила, под веществами определенными люди попадают в разные миры, и вот на одном канале я нашла, что есть мир, где существа похожи действительно на клоунов, что это такая раса. То есть не знаю, насколько достоверно или нет, но вот так, 6 сил, и над ними те самые балахоны. И они противостоят вот этому изменению, переходу мира в какой-то другой там мир статуса, там все перемешано, там поломанная логика. По сюжету эту диверсию делает через там какую-то машину отец Рейган. Но сейчас о другом. Описывается, ой, а где вторая луна? Куда пропала вторая луна? Что в другой реальности параллельной была вторая луна. Это тем более удивительно и очень ценно обнаружить, потому что кроме моего канала, поскольку мне известно, больше никто не упоминает эту версию Цереры. Между тем она описана в греческих легендах. Говорят, есть каналы, которые говорят про 3 славянских луны и славянских вет, которые падали. А эта луна, она недавняя, и она не падала, ее угнали. И даже в легенде ее угнали, и по клипам. А как я обнаружила, сюжет «Белые лежать», где противостоят 2 девушки, иногда бывает 3-й участник с символами, условно, Посейдона, и «Белая и лежать». Одна из девушек буквально повержена. Наверное, насчет Цереры мне будет иметь смысл создать отдельный плейлист. Я сейчас даже жалею, что вот уже сколько отснято было. То надо по штуке находить эти ролики, их много. Уже штук 200, да, больше даже. Находить и заносить их в плейлист. Кому интересно, как была обнаружена Церера. Вот этот сюжет, потом гроб качается хрустальный, в том гробу твоя невеста и царевна-лебедь, то есть это лебедянский спутник, лебедянская политика. С потерей этой луны что-то произошло переломное. Как влияют луны, я не знаю. На второй луне в корпорации заговор сделали акцент, сказали, что отличался цикл у женщин, их физиологический, что-то еще. И для серферов были более интересные времена. Вы помните, вторую луну изображают в Дюне, где Абраксас, планета Абраксас в Египте, это был цикл годовой 365. Не путать с ИАО. ИАО – это, видимо, личность Бога, а вот Абраксас имеется в виду именно цикл годовой, то есть планета Земля с этим циклом. Вторая луна была... вот еще фильмы, там буквально иногда настолько не очевидно, что ловить по кадру.
Я напомню, что по версии канала ЦРРу еще не отбили. Там кого пленили, кого что, я не знаю, как с ними. Не могу сказать чего-то, по крайней мере, оптимистичного. Мне вот с этой позиции не видно. Что я хочу добавить? Канал это обнаружил чисто вот наблюдая, что есть, иногда присутствует в тех фильмах. Когда она была, я сейчас ныряю в историю. Это очень интересно. Все видишь под немножко другим аспектом, чем раньше. Народы, которые приходили, уходили, оставили след или не оставили, только археологи находят. Мне написали, что вы верите в то, что это не историки понаделали. Там много труда, чтобы понаделать. Я скорее легко поверю, что часть находок попросту скрывается. Даже ту историю публиковать как есть, равно менять мышление. Вот я убедилась. А насколько это точная наука? Ну вот представьте, если есть хеты, народ хетов, и лингвисты предсказывают, что у них в языке должна быть буква. У них по логике вещей должна быть буква. И когда находят их письмена, умерший язык, которому там в диапазоне 3-4 тысячи лет тому назад, несуществующий народ, который уже там отсутствует, это бывшая, ну сейчас это Турция, и там находят эту букву. И так как там люди переводили, они писали таблички на 8 языках, и три из них, как там, индоевропейские, один арий и так далее. И у историков такое наглое, вполне дерзкое заявление, что с большой вероятностью звучание того языка с высокой точностью на самом деле восстановлено. Неизвестны только диалекты, там какие-то мелкие детали, а так в целом то, как писалось и читалось, они восстановили и предсказали эту букву. Насколько там все не случайное. Очень интересная там история, ну, в следующем ролике коснусь. Короче, это точная наука. Ну так вот, легенда сама, откуда она происходит. И там есть след. Я искала в легенде, по логике я смотрела, должен был быть Осирис, его присутствие, Осирис или отец. И в легенде думаю, а где это место? А конь, лошадь – это его символ. Так я, по крайней мере, расшифровываю. Если у кого-то несогласие, имеют право. Ну, в легенде Посейдон приставал к Церере. Она превратилась в лошадь, чтобы убежать, а Посейдон тоже превратился в коня и догнал, и от их союза получились нимфа и кентавр. Вот конь, 2 символа лошади, 1 кентавр, вот так вот, 3 символа подряд. Кстати, кентавры, как ни странно, могут оказаться кошачьей расой, потому что у котов, у кошек, даже у домашней кошки, наибольшее родство генетическое с человеком и с лошадью. И это родство больше, чем между лошадью и коровой. Да, это такие вот по следам канала. Короче, вот я хочу заакцентировать на этом, что про рептилоидов, про атлантов, это все Сириус, там этих тем много. Вот сейчас там была собака с номером К9, а К11 буква, да, 911. А К9 упоминалась где-то там на конспирологических просторах. Ну как конспирологических, назовем это альтернативное мнение, альтернативное изучение. Но никто не продвигает тему второй Луны. Вообще, я это обнаружила вот так по клипам. Больше я не знаю таких каналов. Если атлантов и рептилоидов продвигают буквально, ну, как продвигают, это просочилось, это действительно уже. Сторонники теории заговора об этом давно густо говорят, и мультфильм на них сориентировался. Но на кого сориентировался мультфильм с темой второй Луны? Если об этом никто не говорит, допустим, рептилоиды Дэвида Айка, вот они как бы прошли, да, об этом говорят уже массово. Но на кого ориентировался фильм, когда говорил про вторую Луну? И это не та, которая упала.
что неужели он подглядывал в мой канал какого-то, простого блогера, которому что-то показалось через фильмы. Неужели так? Маловероятно, вряд ли, да? Вторая луна была, упоминания они уже у греков, а греки это будет, скажем так, граница двух эпох, на стыке двух эр. То есть на тот момент ее уже не было, легенда уже появилась. Надо искать по легендам, а на изображениях, вот всем неверящим в историю посвящается, что живопись вот второй тысячи лет, она вся точно датируется, там по анализу краски прекрасно видно, и можно сказать по составу краски с точностью до десятилетия, когда это было. Живопись по истории совпадает четко, но живопись начинается почему-то со второй тысячи лет. А почему так? Она пропадает на первую 1000 лет от слова совсем, хотя до этого греки прекрасно, там римляне расписывали стены. Живопись пропадает на 1000 лет, после мы обнаруживаем, что тема идет, если брать официальные источники, то там начинается с итальянской живописи, начало второго тысячелетия. Упоминаются также христианские иконы, как живопись первого тысячелетия. Но на этом почему-то все. Я больше ничего не находила. Пока что, по крайней мере. В общем, 2000 лет как, пожалуй, бесполезно искать вторую луну где-то на изображениях, потому что, видимо, ее уже не было. Но до этого в какой момент именно ее увели? Известно по истории, вот даже еврейские датировки ведут к периоду около 6000 лет, диапазон 5-6 тысяч лет от текущего момента, что их история начинается оттуда, и дальше мы шаг за шагом обнаруживаем, что в целом у многих народов история начинается вот примерно с этой даты. Расселение, стройка и так далее. То есть там что-то произошло, и после этого появляется сегодняшнее человечество. И на базе того, и на языковой базе, и прочих. Вот мы такие есть. Причем любопытно, уже люди не помнят, как и что, а схемы тех конфликтов даже перетекают. Это тысячи лет, на минутку. Вот отношения Нубии и Египта, например. То есть 6000 лет назад, примерно 5-6, что-то произошло радикальное, и появляются люди, сегодняшнее человечество. У фараонов уже известно это из древнего царства. Уже продолжительность жизни примерно обычная. Непонятно, как у сионитов получились там продолжительности жизни. Очень удивительные у первых людей, там сотни лет, почти до 1000. Непонятно, как у фараонов уже там даты идут плюс-минус точные. Уже продолжительность человеческая. Чело век, чело лоб век 100 лет. Мы сейчас в активном возрасте даже не проживаем эти 100 лет. Условно молодой, активный. Так что может быть вариант смена Луны, это где-то там очень далеко, или другой вариант попозже, но не раньше границы двух эр. Новая эра, вот оговорочка такая, новая эра, она началась по каким-то причинам, что-то произошло, да? Не раньше, чем у греков появилась легенда про Цереру. У них же на границе именно двух эр появляется бог Юпитер, и он становится главным, хотя до этого был главным двуликий Янус. То есть даже на уровне поклонения богам какая-то рокировка, что-то произошло. Египтяне становятся христианами после того, как у них 1000 лет, и вот начало идет за 3000 лет до нашей эры. После 3000 лет они становятся христианами. То есть что-то происходит здесь, и я задаюсь вопросом, может быть, как раз вот тема второй луны.
Хочу говорить больше, но уже наговорила немало, так сказать, разболталась. Я сейчас слушаю вот эти вот все темы про древние народы, и настолько меняется вообще ощущение мира. Ну, все меняется. То есть ты становишься каким-то более объективным. Но это будет в следующих роликах. Пишите комментарии про вторую луну, ставьте лайк. И, конечно, пора уже сделать плейлист отдельный. Так его и назову «Вторая луна». Слово «луна» напишу с маленькой буквы, потому что имеется в виду, что бывает много лун. Это не имя чье-то конкретное, это как звание спутника. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.